Всем привет, друзья, вы на канале Ленивый Турист. Я думаю, многие, увидев название этого ролика, задумались, а что, в Бийске был аэропорт? Представьте себе, я сам узнал о его существовании только несколько лет назад, и мои попытки посмотреть на него закончились у забора с криками охранника. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите! Что тут нечего делать, уходите. Благо есть фотографии и видео других смелых людей, которые вам можно показать. Потому что в тот момент, когда я там был, мысли о своем канале даже не было в помине. Поэтому я еще не был сам себе режиссером и не брал с собой везде видеокамеру. Ставь лайк, если пропел эти слова у себя в голове. Ну так что ж, как всегда начну для вас с истории этого места. А ты пока ждешь начала ролика, можешь подписаться на канал, чтобы не пропускать тут ничего нового. Я уже скоро буду не только про Алтай рассказывать, но и про другие части нашей страны, ну и планеты тоже. Наверное, для многих зрителей моего канала будет удивление в принципе, что в Бийске когда-то был аэропорт. Но я надеюсь, что основная аудитория моего канала помнит, что раньше аэропорты были практически везде в крае, даже в селах. Да-да, представьте себе, раньше спокойно можно было долететь на самолете из Барнаула до Бийска или Рубцовска за час и не тратить несколько часов на дорогу в автобусе или электричке. Гражданская авиация на Алтае была развита куда сильнее, чем во времена России. И таких аэропортов по краю на самом деле осталось очень много. Просто многим нашли применение. Например, в село Алтайское сделали из него ипподром, а на месте старого барнаульского аэропорта теперь вообще улица Взлетная с целым жилым кварталом вокруг. А вот Бийский аэропорт, к сожалению, стоит год за годом, ожидая чего-то непонятно чего. В 1923 году по инициативе вождя Владимира Ильича Ленина было создано добровольное общество содействия авиации «Добролет». На средства, собранные трудящимися города, был построен самолет «Бейчанин», который затем передали воинам Красной Армии. В ноябре 1937 года на горе лесозавода впервые в истории города приземлился самолет ПО-2, пилотируемый Николаем Николаевичем Силко. Вместе с ним прилетел авиамеханик, ветеран гражданского воздушного флота Семен Васильевич Цирюльников. Заранее была подобрана и оборудована площадка для приема самолетов. Начальником ее назначили Михаила Никифоровича Ильина, который проработал на этой должности до 1965 года. В то время полеты выполнялись очень редко. В основном они предназначались только для доставки почты и оказания экстренной медицинской помощи населению. По праздникам случалось делали экскурсионные полеты. Честь быть пассажиром в этих полетах представлялась только передовикам производства. Аэропорта как такового не было. Полеты выполнялись на самолетах ПО-2, которые базировались в Барнауле. Великая Отечественная война надолго затормозила процесс развития гражданского воздушного флота. Только в конце 1945 года снова начали выполнять полеты в Бийск, по-прежнему на ПО-2, и только для оказания медицинской помощи или доставки почты. В 1953 году в Бийском аэропорту приземлился новый по тому времени Як-12, пилотируемый пилотом Барнаульского объединенного авиаотряда Гончаровым. А в 1954 год начались полеты на самолетах Ан-2. Если до этого времени полеты производились 2-3 раза в неделю, перевозилось 3-4 человека в месяц и несколько сот килограммов почты, то в 1953 году объем перевозок грузов, почты и пассажиров во много раз увеличился. Стали перевозить за год по 650-700 пассажиров, 5-6 тонн грузов. С той поры начали временно базироваться самолеты Ан-2, которые обслуживали геологическую экспедицию. Открывались новые площадки, увеличился поток пассажиров. Если до 1954 года коллектив аэропорта состоял из нескольких человек, то в дальнейшем штат увеличился во много раз. Появился технический персонал. В 1958 году для улучшения руководства полетами была организована служба движения. В этот период начали выполняться полеты для обеспечения народно-хозяйственных нужд. В 1959 году систематизировалось планирование и выполнение авиаперевозок. Были открыты авиалинии Бийск-Белокуриха, Бийск-Горно-Алтайск-Каракокша, Бийск-Турачак, Бийск-Солтон. В мае 1961 года в Бийске приземлилось 3 самолета Ан-2. Это прибыло первое звено самолетов на постоянное базирование. Возглавлял авиазвено пилот Михаил Анастасьевич Терзоглу, ныне работающий командиром Новокузнецкого авиапредприятия. Вместе с ним прибыли 6 пилотов, которые приложили много сил для выполнения государственного плана. С прибытием авиазвена увеличилось количество авиалиний. Самолеты из Бийска начали летать в Новокузнецк, Прокопьевск, Кемерово, в Новосибирск, Барнаул. Только за 1961 год было перевезено 26 тысяч пассажиров и 111 тонн грузов. Одновременно с открытием новых трасс в Бийске было открыто агентство по перевозкам авиапассажиров. Увеличились штаты работников отдела перевозок, технического состава и других служб. В 1963 году прибыли пилоты. В октябре 1965 года был достроен комплекс сооружений грунтового летного поля нового аэропорта. Все службы были перебазированы на новое место. С открытием его объем перевозок и грузов и авиапассажиров резко вырос. Улучшились условия для работы отдела перевозок, техслужб и летного состава. Для пассажиров было выстроено большое обширное помещение. Из Бийска начали летать скоростные самолеты. Руководство полетами осуществлялось тогда опытными диспетчерами, ветеранами авиации, пилотами, прошедшими школу Великой Отечественной войны, награжденными орденами и медалями за боевые подвиги. Они до сих пор вкладывают свои силы в
выполнения государственного плана и воспитания молодого поколения. Сейчас наш аэропорт стал крупным транспортно-авиационным предприятием с прекрасной перспективой развития. 17 октября 1971 года. Это был рассказ начальника Бийского аэропорта Мухаммедшина Фарук Ибрагимовича. Но, к сожалению, в наши дни таких перспектив и развития не произошло. С 2009 года и по сей день регулярных авиарейсов аэропорт не принимает. С 2013 года, после закрытия метеостанции и пожарной части, он просто не имеет на это права. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтирована. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения. Территория практически не охраняется. Из всей охраны только один охранник и сторожевые собаки. Началось разграбление местными жителями и дачниками. Последний раз аэропорт использовался в августе 2009 года для временного базирования авиации МЧС, участвующей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Взлетно-посадочная полоса, рулевые дорожки, места стоянки воздушных судов в Бийском аэропорту изношены до состояния, не способствующего безопасной эксплуатации, то есть требующие капитального ремонта. В 2008 году планировалось начать реконструкцию, после которой по замыслу властей Алтайского края аэропорт должен был обслуживать гостей туристической зоны Бирюзовая Катунь и горной зоны Сибирская Монета и получить возможность принимать самолеты всех классов. В августе 2013 года имущество аэропорта было передано в краевую собственность на основании договоренности между Росавиацией и губернатором Алтайского края. Новым сроком для начала реконструкции аэропорта должен был стать 2014 год, а окончанием 2016. Тем не менее, по состоянию на декабрь 2021 года реконструкция так и не началась. А как думаете вы, есть ли шанс, что в будущем все станет как в прошлом, и многое, что заброшено, обретет новую жизнь? Пишите ваши предположения в комментариях. А на этом у меня все. Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео, и не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.